Добрый день. Сегодня рассмотрим решение одной алгоритмической задачи. Решение задач нам важно для улучшения наших способностей строить алгоритмы, а также для собеседований. На собеседовании вас просят теорию, а основное время уделяется задачам. Тренироваться в решении задач можно на разных ресурсах. Сегодня мы посмотрим задачу на сайте LeetCode. Задача называется Reorder Data in Log Files. Вот ссылка. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, название. Это уровень Easy. Внизу у нас количество решений на этом сайте. То есть принято 192 тысячи решений. Здесь есть компании, которые дают похожие задачи на своих собеседованиях, но для этого нужно иметь премиум доступ. Справа у нас метод, который мы должны реализовать. Выходные параметры, входные параметры и имя. Давайте теперь посмотрим, что у нас за задача. У нас дан массив логов. В данном случае это массив string. Каждый лог – это строка из слов, которые разделены спейсом. И первое слово – это идентификатор. Значит, смотрим пример. Вот лог. Внутри слова, которые разделены спейсом, в данном случае цифры, здесь слова. И первое слово – это идентификатор. Хорошо. Логи бывают двух типов. Логи, которые состоят из слов, из букв, и логи, которые состоят из цифр. Letter логи состоят из lowercase English letters, digit logs состоят из цифр. Задача. Нам нужно перегруппировать логи таким образом. Letter логи идут перед digit логи. Второе. Letter логи между собой отсортированы в лексикографическом порядке по их содержанию. Если содержание одинаковое, тогда сортируем по идентификатору. А digit логи мы оставляем в таком же порядке, какие они есть. Хорошо. Теперь смотрим ограничения. Длина массива логов от единицы до 100. Каждый лог длина от 3 до 100. Внутри каждая строка разделена single space. И logs int гарантированно имеет идентификатор и, по крайней мере, одно слово после идентификатора. То есть нам не нужно обрабатывать, например, на null или некорректный ввод. Теперь давайте рассмотрим, какая у нас цель. Эта задача относится к классу Easy. Однако на этом сайте рассчитывается производительность вашего решения. И показывается процент, какое количество решений ваше решение обогнало по производительности. Учитывая, что здесь 192 тысячи, точно можно считать, что здесь есть высокопроизводительное решение. Что мы будем делать? Вначале мы создадим какое-то простое решение и посмотрим, насколько оно производительно. Может быть, нам и не придется что-то
более производительно писать. И, в принципе, наша цель войти в топ, то есть сделать такое решение, чтобы оно было быстрее, ну, по крайней мере, 99% всех остальных. Здесь я советую вам сделать паузу, попробовать решить эту задачу самостоятельно, сдать ее хотя бы на какой-то производительности, и тогда уже смотреть, как это решение можно оптимизировать. Получите намного больше пользы. Давайте скопируем данный метод в наш проект. Начнем с тестирования. Для этого у нас в POM файле есть dependency для JUnit тестирования. Найти ее можно JUnit Maven репозиторий. Я использую 4.12. Вот отсюда можно скопировать. Итак, наши тесты. Дадим объект. Значит, reorder files. New string. И зададим значение. Я использую шорткатсы, и внизу в зеленой строке они отражаются. Это res. Нам нужно будет сравнить массивы. Выходной массив и входной. И, значит, результат. Тесты возьмем у них. Вот возьмем их экзамплы. Значит, input. Input вот такой. И результат мы должны получить вот такой. И второй тест сделаем. Второй тест у нас input такой. А результат вот такой. В целом можно еще какие-то свои накидать. Особенно я рекомендую думать над крайними случаями. В большинстве задач это важно. Здесь мы просто рассмотрим случай, когда у нас одна строка, идентификатор А и слово Б. Рассмотрим для того, чтобы на таком простейшем случае у нас тоже все сработало. Окей. Нам нужно сортировать, то есть написать определенный компаратор. Будем сортировать логи. Значит, здесь нам нужно компаратор написать. Мы можем его написать, как обычно, компаратор string, и здесь делать compare. Мы воспользуемся лямбда выражениями. То есть здесь, допустим, сделаем строка log1 будет, log2. И мы будем вот здесь писать наш компаратор. Для начала нам нужно понять, какой лог. Letter log или digit log. Давайте, значит, вспомним наши условия. Значит, у нас есть letter логи, есть digit логи. Важно, что letter логи состоят из low English
lowercase English letters. Что мы должны сделать? Letter логи должны идти перед digit логи. Сами letter логи внутри между собой отсортированы лексикографически по контенту. А если контент одинаковый, то по идентификатору. Ну а digit логи идут в своем порядке. То есть нам нужно вначале понять, какими являются эти логи. То есть, значит, мы должны отбросить идентификатор и потом посмотреть. Значит, если digit лог, тогда в нем только цифры. Мы, допустим, должны взять, значит, элемент после, ну или символ после идентификатора и посмотреть, является ли он буквой или цифрой. И это даст нам понимание, что это за лог. Цифровой или letter лог. Ну, как мы можем делать? Ну, простейший вариант, это, конечно, например, лог 1. Значит, внутри лога у нас, ну, давайте посмотрим. В тестах. Вот у нас лог. Вот идентификатор. Здесь мы можем взять вот этот вот символ и посмотреть, является ли он цифрой либо же буквой. То есть в буквенных логах только буквы, в цифровых только цифры. Значит, ну мы можем разбить, например, этот лог по спейсу и взять, ну, например, вот так вот. Например, мы берем лог 1 сплит на пробел. Мы здесь получим определенный массив, да, и вот, например, S0 у нас это будет идентификатор, а S1 как раз нам даст строку, ну, вот эту, да, и мы можем проверить на регулярное выражение, например, matches, является ли она цифрой или буквой. Но разбивать так вот на массивы ради такой маленькой проверки как-то не очень хочется. Давайте попробуем, значит, взять последний, например, символ. Нам же все равно, какой символ брать. Поэтому мы возьмем последний символ. То есть мы возьмем substring от этого лога, и это будет, значит, substring длина минус единица, это даст нам вот этот вот символ. И мы посмотрим, является ли он цифрой или буквой. То есть здесь у нас получится last character 1. Значит, а это будет last character 2. Значит, введем boolean из log 1 letter или нет. Значит, для этого мы last character сравним на регулярное выражение и, значит, сравним на если это не, можешь плюсик поставить, если это не цифра. То есть вот это вот большое D это не цифра. Маленькое d это цифра, большое d в регулярном выражении это все кроме цифры. Значит, ну и здесь мы тоже сделаем так. Значит, ну поскольку у нас это один последний элемент, плюсик мы можем не ставить. Плюсик нам говорит о том, что здесь может быть несколько вот таких вот элементов. Значит, итак, мы получили, значит, log 1 это letter или не letter, log 2 letter или не letter. Теперь рассмотрим вариант. То есть у нас letter логи должны идти перед... Рассмотрим вот этот вот, значит, пункт. Letter логи должны идти перед digit логи. Значит, мы, соответственно,
Что мы должны сделать? Значит, давайте немножко поясню по компаратору. Может быть, кому-то нужно. Например, приходит к нам пара 0, 2. То есть пара, которая приходит в компаратор. Если мы, например, сортируем по убыванию, то есть нам нужно отсортировать вот так вот. Вначале идет 2, потом идет 0. Значит, по убыванию. Значит, если здесь в паре 0,2 мы хотим поменять порядок, компаратор должен вернуть единичку. Если нам пришло, например, пара 2,0, мы видим, да, все правильно пришло по убыванию, значит, мы в компаратор вернем -1. Ну а если нам все равно пришло, например, 0,0, да, у нас же большой массив, то есть у нас много здесь цифр разных. И вот мы их сортируем. Вот пришла пара 0,0. Мы можем оставить ее так же и вернем 0. То есть вот у нас пара пришла log1, log2. Значит, если log1 это лето, а log2 это digit, мы должны вернуть, что мы должны вернуть? Вот if из log1 лето, да, а log2 не лето. Значит, для нас это правильный порядок, то есть лето лог должен идти перед digit логом. Мы, соответственно, должны вернуть -1. Теперь рассмотрим другой вариант, когда первый лог digit, а второй лето. Мы их должны поменять местами, то есть цифровой лог 1 должен идти после лога 2, который является лето. То есть мы должны переставить этот порядок и вернуть единичку. Значит, теперь у нас остается какой вариант? Когда и тот является лето логом. Значит, если и тот является лето логом, то внутри они должны быть отсортированы лексикографически по их содержанию. Ну, давайте с этого вначале начнем. Лексикографически по их содержанию. Для этого нам нужно найти их содержание. То есть содержание – это то, что идет после идентификатора. То есть сейчас нам нужно подумать, как мы найдем содержание. Ну, например, мы можем найти идентификатор, его отбросить и получить содержание. Ну, давайте попробуем. Public string file identifier из некоторой строки. Нам нужно... Ну, идентификатор нам в любом случае потребуется, потому что если содержимое будет одинаковое, нам нужно будет сравнивать по идентификаторам. Значит, мы будем использовать, бежать по строке и формировать наш идентификатор. Мы, естественно, будем использовать string builder, поскольку мы находимся, будем итерировать циклом. Бежать будем по length. Значит, будем находить текущий символ.
Когда мы дошли до пробела, мы сделаем break, выйдем из цикла. А если это не пробел, то мы добавим его в наш stain builder. Ну и когда мы выйдем, так как мы знаем, что у нас всегда корректный вход, мы, соответственно, вернем наш идентификатор. Когда мы будем смотреть производительность, вы можете посмотреть, что будет, если вот здесь, вот, например, заменить на просто string и конкатенацию делать плюсиком. Если здесь будет большое нагрузочное тестирование, то скорость будет заметно отличаться. Итак, если у нас оба это лога, тогда мы, соответственно, находим идентификатор в первом, находим идентификатор во втором. Ну и что мы можем сделать? Теперь мы можем найти их содержимое, то есть взять substring и убрать оттуда идентификатор. То есть мы берем часть после идентификатора. То есть у нас здесь будет string sub1. Ну и здесь будет string sub2. То есть sub1, sub2 это содержание. То есть мы делаем substring и берем вот эту часть. Вот эту часть. Ну и в итоге, значит, мы делаем один return. То есть если у нас, давайте посмотрим, если у нас лето-логи не равны, то мы их лексикографически сортируем. Если контент равен, тогда мы лексикографически по идентифайерам. Соответственно, если у нас контент равен, тогда что? Что мы делаем? Мы возвращаем лексикографическое сравнение по идентификаторам. Compare to дает нам лексикографическое сравнение. Значит, а если у нас они не равны, то, соответственно, мы сравниваем содержимое лексикографически. Значит, а во всех других случаях нам все равно, и мы возвращаем 0. Что значит здесь у нас есть лямбда-выражение? Not supported at language 5. Ну давайте. Settings 5, 8. Еще где-нибудь, наверное, здесь что-нибудь такое стоит. Ой, нет, ну давайте посмотрим. Да, все, окей. Мы поставили версию 8, где лямбда-выражение поддерживается. Итак, мы написали компаратор, который сортирует так, как в условии написано, и в итоге эти логи, которые мы отсортировали, мы их вернем. Ну что ж, значит, здесь вот подчеркивание, что вообще оно это условие избыточное, потому что если мы сюда дошли, то log 2 лета всегда будет true. Ну, я оставлю для читаемости. Значит, давайте пробежимся по тестам. Все наши тесты пройдены. Тест pass 3. И мы можем пробовать вставить наше решение и посмотреть его корректность и, соответственно, его производительность. Вот наш метод и вот наш второй метод. Вначале мы можем нажать Run код, чтобы пробежали простейшие тесты и компиляция. Окей. И Submit.
Ну, давайте разбираться, что мы получили. Нас интересует вот в основном вот эта вот вещь. Первое. Наш метод выполнялся 18 миллисекунд на их внутренних тестах. И он показал себя быстрее 9% от всех Java Submissions. Java Submissions у нас 300 тысяч. И мы оказались быстрее 9%. То есть фактически 91% решений оказался быстрее нашего. Значит, в целом мы видим, что логика понятная. Однако где-то здесь можно что-то серьезно, видимо, оптимизировать. Потому что 9%. Значит, и здесь я предлагаю вам, например, интересную задачку самим попробовать оптимизировать до того, как я это расскажу. То есть сделать паузу и попробовать оптимизировать это решение, ну, хотя бы там до 70%, например. Давайте попробуем что-то немножко подправить. Из таких долгих операций здесь может быть substring. Операции с чарами происходят быстрее. Ну, давайте это и попробуем сделать. У нас будет char, и здесь char. И у нас будет char add и char add. Теперь нам нужно, то есть это последний char в нашем логе. Теперь нам нужно получить наш boolean, является ли он let или не let. Для этого у нас есть класс character, который определяет is let или не is let. Регулярное выражение это тоже будет чуть-чуть подольше, чем хотелось бы. Ну, вот здесь вот такой быстрый алгоритм проверки. Is let last 2 char. Вот, например, так попробуем. Давайте вначале наши тесты прогоним. Все ли у нас здесь сохранилось? Окей, наши тесты прошли. Теперь давайте попробуем это решение поместить на наш сайт и посмотреть результат. Вот мы char заменили. Run код. Корректно. Submit. Ну, это уже гораздо лучше. То есть, что у нас получилось? Предыдущий тест бежал 18 секунд, а здесь он бежит, наше решение бежит 3 миллисекунды, и тогда мы были быстрее 9%, сейчас мы быстрее 87%. Уже довольно-таки неплохо. То есть, просто замена сабстрингов регулярных выражений на примитивные чары. То есть, вообще говоря, это очень хороший показатель, учитывая, что здесь 300 тысяч submissions. Но давайте попробуем еще немножко сделать. Что мы можем сделать? Значит, во-первых, мы можем... Давайте вот это все-таки уберем. Значит, если они числовые, значит, мы можем вычислять идентификатор только тогда, когда сабстринги равны. То есть в целом нам не всегда нужно выделять идентификатор. Иногда нам, например, нужно... Значит, он нам нужен только если сабстринги равны. Значит, вот тогда мы выделим идентификатор. Значит, и
вернем лексикографическое его сравнение. А если нет, тогда мы вернем лексикографическое сравнение содержания. Это первая оптимизация. Вторая оптимизация. На самом деле нам бы лучше было находить идентификатор чуть-чуть попроще. Например, мы можем найти длину идентификатора ID1 length. Каким образом? Ну, фактически нам нужно узнать порядковый номер, индекс вот этого пробела. И мы это можем узнать. То есть у нас есть функция indexLog, index of пробел. И вторая index of на log 2. Значит, это будет длина вот этого идентификатора. То есть в данном случае 4, длина 4. И в итоге мы можем вот здесь, имея длину, заменить на длину. Вот, например, так. Давайте тесты проверим. Так, окей. Пока все окей. Значит, ну и теперь, имея длину идентификатора, нам не нужна вот эта функция, поскольку мы можем выделить из лога 1 substring. Значит, ну, как вы думаете, как мы выделим substring, чтобы получить идентификаторы? То есть первое слово, учитывая, что длина слова у нас есть. Substring принимает на вход begin индекс и end индекс. Соответственно, begin у нас 0 индекс, а end индекс у нас, ну, вот в данном случае будет 4, да, то есть мы от 0 идем до 4. Причем 4 будет exclusive, and индекс будет exclusive. То есть это значит, что мы в substring возьмем индексы 0, 1, 2 и 3. То есть 4 индекса. Значит, и здесь мы поставим вот так. Давайте еще раз проверим. Окей, пробегает. Давайте теперь это поместим на наш сайт. Окей. Компиляция есть. Submit. Ну вот, это уже лучше. Значит, 2 миллисекунды, и мы быстрее 99,56%. Сегодня мы решили задачу Reorder Data in Log Files на сайте LeetCode. Достигли отличной производительности. Это решение я оставлю на моем сайте javatutor.ru в разделе «Задачи». Ссылка будет в описании. Спасибо.